Приветствуем всех подписчиков. Сегодня займемся одной интересной вещью. Мы уже, правда, этим когда-то занимались, но тем не менее. Говорят, что еще идут холивары на эту тему. Соответственно, мы решили повторить. Ролик касается такой темы, как момент шагового двигателя и его зависимость от микрошага. Мы уже когда-то делали уже такую проверку, проверяли моторы. Сказали, мотор у вас не тот. Мотор у вас неправильный, какие-то китайские моторы. Вот он, японский Векста. Пожалуйста, все будет как вы хотите. С драйвером посложней. То есть, предыдущий эксперимент был с драйвером, в котором не было полного шага, был только полушаг. И вообще это бы оказалась большая проблема. Найти драйвер, который умеет работать в полном шаге. Уже никто таких практически не делает. Но мы немножко поковырялись. Gecko Drive. Давай вот на эту камеру. Вот на эту камеру Gecko Drive. Пониже. Чуть пониже, да, Gecko Drive G910X. Микрошаговый драйвер, у которого минимальное деление шага 1, то есть полный шаг максимальное на 10. На чем будем проверять? Вот это стенд по измерению момента. Двигатель, кронштейн, тензодатчик там стоит. От скручивания выдает разное, меняет свое сопротивление. Безинерционный электромагнитный тормоз, его контроллер, лабораторный источник питания, которым мы питаем Gecko Drive. И вот это датчик самого стенда, он показывает нам момент. Мы его накрываем, потому что у него очень неудачный дисплей, и там отсвечивает. Вам будет не видно, если я этого не сделаю. Все просто. Делаем замер момента на нескольких разных скоростях. То есть начинаем крутить мотор, потихоньку добавляем момент до срыва. И смотрим, что нам покажет датчик. Я вам заранее скажу нашу позицию. Мы ее докажем сейчас экспериментом. Крутящий момент не поменяется. А если в драйвере нет компенсации среднечастотного резонанса, момент вырастет вместе с делением шага. Непорядок. Давай-ка забудем об этом. Ну, Gecko Drive, он тем известен, что он компенсирует там все и вся. Так что момент измениться не должен. Приступим. Запустим сперва на минимальной скорости, примерно где-то 30 оборотов в минуту. Запускаем в полном шаге. Мы бы использовали, конечно, генератор частоты, но у него там энкодер немножко глючит, и мы решили вот такую крутилку использовать. Примерно 30 оборотов. Меряется достаточно точно этой штукой. Поехали. Сбросим на 0. Поехали наращивать момент. Тормоз усиливает, усиливает, усиливает. Сопротивление. И вот в районе... Оп, срыв. 1,1 примерно ньютон на метр. Один и один ньютон на метр. Теперь на той же скорости, но в шаге, деленном на 10. Один и один.
То же самое число абсолютно. Даже редко такое бывает, что прям с такой точностью. Всем видно? Того. На данной скорости вращения никакого влияния пока не обнаружено. Попробуем теперь на 100 оборотов в минуту. На 100 оборотов в минуту. Да ладно, забей. Ничего страшного. Совсем не получится. Сука, ладно. Срыв 1,076. Ну, незначительно отличается. Ить. Еще раз. Один 0,8. Деление шага 1 к 10. На той же скорости попробуем полный шаг. На той же скорости деление 1 к 1. Полный шаг. Ну, с точностью до погрешности измерений 1,0,7. 107. Ну и теперь на максимальной скорости. На какой сможем? Это 800 оборотов в минуту у этой штуки. Shift. Поехали. Да, был тормоз. Тут 80, да. Вот так. Поехали. Что-то он не замеряет нас момент. Сейчас мы повторим. Пусть будет 740, например. Дольше будем это. 0,8. Да не может быть. Что-то прям совсем не... Мало. Давай еще раз.
Ну, 0,1 максимум. Полный шаг. Меняем. 1 к 10. Ноль 3 на микрошаге. Почти в 3 раза больше. Вот такая вот загогульна. Если вам непонятно, почему это так, сейчас попробуем рассказать. Попробуем разобрать, почему у нас при тестировании момента получился такой эффект, что в микрошаге момент выше, чем либо такой же, чем в полном шаге. Обычно при объяснении момента, почему в полном шаге он должен быть больше, приводит такой график. Это график, идеальный график тока в обмотках, как он должен быть. То есть вот он, синяя область, это синий график и область под ним, это то, что соответствует микрошагу, красная область, это то, что соответствует полному шагу. То есть в идеале при начале шага сразу ток закачивается до максимума, держится там, потом резко выкачивается в конце шага. Но для того, чтобы понять, почему это не совсем, так сказать, реалистичная картина, надо представить, как вращается, собственно говоря, вал в шаговом двигателе. Немножко упрощенная картина, упростим ее до максимума, в общем-то это на общность не повлияет, на рассуждение. Вал, ротор, точнее, вот у него там буквально 2 пары полюсов. В начале нашей шаги он стоит вот таким вот образом. Вот таким вот образом он стоит, после чего мы начинаем делать шаг. Ну, рассмотрим идеализированную картину. Сразу закачивается максимальный ток. Рассмотрим вот полный шаг, красная область. То есть здесь пропадает магнитное поле, начинают действовать вот эти вот магниты. Поле поворачивается, соответственно, магнит стремится туда, куда его это поле тянет. Сразу, после того, как мы закачали максимальный ток в обмотке, на него действует максимальный момент. Он начинает разгоняться, накапливает потенциальную энергию. Когда он приходит вот в эту точку, в точку равновесия, он пролетает ее и как маятник начинает вокруг нее колебаться. То есть он накопил энергию. Вот сразу с того момента, как ток стал большим, он накопил энергию. Но все, что лишнее он накопил, все, что у него там какая-то, да, есть избыток, он вот в этой фазе выделит. Во-первых, он будет генерировать ИДС дополнительный, который будет греть приводники, будет магнитные процессы на перемагничивание и так далее. Все это выделится в моторы, то есть в обмотках и в магнитно-мягком материале. То есть из чего сделан ротор, ну и в статоре тоже. Вот. В том случае, когда мы делаем микрошаг, естественно, в нулевой момент времени, когда мы шаг начинаем, на него не действует определенный, никакой момент. И только потихоньку, момент, действующий на ротор, начинает усиливаться. Вот и говорят, что вот за счет вот этих вот областей мы закачиваем меньше энергии, и поэтому в полном шаге момент результирующий, полезный, будет выше, потому что энергия в двигателе больше. Вся лишняя энергия выделится, а пиковый момент вот в этой точке, он всегда будет одинаков. То есть если мы где-то вот здесь не хватает момента микрошага, который тянет, его не хватает, то всегда в любом случае в том цикле, да, как в том цикле, как изменяется ток, обязательно будет тот момент, когда ток обмотки станет максимальный, момент станет максимальный, и двигатель довернется. Единственный вопрос, хватит ли этого времени действия, да, хватит ли времени, когда момент максимальный, для того, чтобы двигатель довернулся. Вот опыт показывает, хватает. Опыт абсолютно однозначно показывает, этого времени хватает.
Вся лишняя энергия, мы вот не замеряли температуру, можете попробовать, она вся выделится теплом. Никаких преимуществ, поэтому мы не обнаруживаем. Почему картина меняется на высоких скоростях? Ну там все сложнее, там вообще такой картины не будет. Там я там еще боюсь наврать, там график сильно смазанный будет. Там рост тока из-за индуктивности, вступившей в игру, он вообще замедляется сильно. Вы не закачивается ни в полном шаге, ни в микрошаге, максимум не достигается. А ведь закачав ток, надо же его еще при следующем шаге оттуда выкачать и подать обратное напряжение. Обратить сам ток вспять, в другой полярности. Чем больше вы туда закачали, тем больше вам выкачивать. Есть такой эффект, можете тоже проверить. Если вы работаете на паспортном токе, вам немножко нужно повысить момент на высоких оборотах, можно чуть-чуть сбросить ток на настройках драйвера. Тогда вы потеряете немного на низких оборотах, но он чуть-чуть вырастет на высоких. Как-то так. Короче, на мотор может действовать сила, которая противодействует ему даже когда он стоит в покое. Вот в этот момент вот эти вот области могут нам оказаться полезными. Для этого нам нужно что сделать? Вместо безинерционного тормоза поставить активно противодействующий. Мы используем сейчас сервопривод с управлением по моменту. Мы проверим, сохранится ли точно такая же картина, если мы будем использовать вот такую схему. Так, еще раз напоминаю, о чем мы сейчас, может быть, не все поняли, в чем суть эксперимента. В том, что если использовать безинерционный тормоз, на мотор действует усилие, которое не мешает ему оставаться в том положении, в котором он есть. И в тот момент, когда мы по синусоиде доходим до пика, он доворачивает, все хорошо. Возможно, этого не будет происходить, когда в тот момент, когда на мотор стоит или там действуют вот маленькие мелкие недостаточные силы тока, его противодействующая сила будет отгибать против хода, и он просто потом не успеет встать в нужное положение, когда будет достигнут экстремум. Для этого мы поставили сервомотор наш, который вы можете у нас на сайте увидеть. Переключен он в режиме момента, настроен так, что выдает примерно 0,6 ньютона на метр. Постоянно действует. Сейчас мотор в удержании, шаговый двигатель находится, очень противным оказался драйвер. Не встает сам в удержании, если этот серво действует. Он как крутился, так и крутится. Руками приходится запускать, сами увидите. Ну ладно, сейчас мы его остановили. 0,6. Отключил я режим фиксации пикового момента. Придется смотреть на цифры, потому что система динамическая, можно не уловить. Поехали. Будем проверять, на небольшой скорости, давайте на уровне 100 оборотов. Сейчас у нас деление 1 к 10. То есть, поскольку сервопривод настроен в режим момента, он вот примерно такой момент и поддерживает. Где-то 0,7, 0,6 с небольшим. Вот примерно 100 оборотов. Вариант какой у нас? Будем скорость повышать или будем... Нет, мы будем наращивать. Мы будем наращивать сопротивление мотора. Да, в тот момент, когда он провернет шаговый двигатель. Типа в обратную сторону? Да. Хрена себе будет заруба. Мы будем смотреть по параметру вот здесь вот. А там будет видно, это можно поставить? Ну там сейчас вот минус 300, это компенсация задания момента, параметр PA31. Так, Минус 402. Блин, а ты можешь поставить его? Да. Идеально. Минус 412. Минус 422. Минус 432. Минус 442. Растет момент? Растет. Насколько я помню, у нас в районе единицы там. На сотне он дает где-то 1 ньютон на метр. Будем вот так вот двигать.
Оба! Минус 641. Не, в плюс. Страшно, наверное, сейчас. Плюс. А. Еще в плюс. Эх. Что происходит, а? Ладно, в районе единицы сорвался. Минус 641, да? А? Да, ну что не будет. Ха, встал в удержание. Так, минус 641 единиц было примерно. Правильно? Да. Какой же момент при этом был? Давай мы все-таки его сохраним. Это мы сейчас обогреватель ставили в холодильник, блин, и смотрели, кто кого. Типа того. Плавающая скорость. Примерно около 100 оборотов. Поехали еще раз. В общем, пока незаметно снижение относительно того 1,1 ньютона на метр, что было перед этим. Вот он, 1 ньютон на метр достигнут. Небольшое превышение, 641, но еще чуть-чуть, и он сорвется. Пока держится, видимо, я немного более низкую скорость поставил. Чуть-чуть мы ее сейчас до 100. Ора! Да. Теперь, ну-ка. Я не хочу выключать серво. Ну, мотор нагрелся. Не хочу выключать сервопривод. Переставлю я. Так. Ай ты, ёб твою мать. О, драйвер охренел. Драйвер тоже греется так сильно? Вообще, что-то мне не нравится. Не нравится мне. Придется выключить. Выключи этот сервопривод. Где он рвается? Там, снизу, вон там. Висит эта херня, да. А, трубил. Очень хорошо. Как на светильнике, блин. Пяу. Пяу. Так, что, полный шаг? Полный шаг. Поехали. Сперва включаем. Так, сейчас серву включаем, да? Нет, сперва мы включаем шаговый двигатель, чтобы он в удержание встал. Потом мы включаем сервопривод. Переключаем его в режим управления моментом. А заново все тыкать сейчас? Да, что там тыкать? Два параметра. Четвертый. Да, ну нет. Все. Он в режиме управления моментом. Компенсация задания. Поехали. Смело можно делать сразу минус 300. Сбрасываем максимум. Разгоняемся до примерно сотни.
Вот условная сотня. Поехали. Наращиваем момент. Это режим полного шага, напоминаю. Ну вот те же самые, тоже немножко 80, чуть ниже. Сейчас примерно в этом же, в этом же диапазоне, немножко скорость еще поднять. Прям сейчас себя сорвет. Давай сотку. Ставим. Все. Ну, сотку. В общем, все то же самое, ребят. Все то же самое с погрешностью измерений. Что действует активно, момент навал, что это безинерционный тормоз, никакой разницы. Это на гекодрайве. Если мы возьмем вот такое вот барахло китайское, которое не имеет компенсации момента, там будет рост. Именно за счет того, что диссипация энергии на нагрев, перемагничение, все гистерезисные потери в момент, когда у вас ротор колеблется вокруг положения равновесия, они будут гораздо больше. Все, что вы закачаете в обмотку, уйдет в тепло, в нагрев. Ничего вы этим не добьетесь, ребят. Микрошаг наше все. Литшайн давно уже все определил. Как-то так. Вопрос, предложение пишите. Проверим, обсудим. В этот раз все, как вы хотели. Правильный двигатель, правильный драйвер. До свидания. Приводится там кучу всяких. Вы меня смущаете. Блять, слой пыли на ключах, пипец. На каких ключах? Вот на тех. Это не слой пыли, это древесная стружка. Мы работаем